6:30 утра. Люди уже плавают в Мертвом море. А мы хотим пойти посмотреть на стройку. Строится большой комплекс Экспо. А потом в море. Ну что, ребята, вот такой центр конгрессов строится. И это не только зал для конгрессов, это еще целый комплекс кафетериев, ресторанов и большой-большой променад. И вот мы уже видим, вот там виднеется сам центр. Сейчас мы пройдем по променаду, посмотрим, в каком это виде сейчас. Но строится довольно приличными темпами, очень быстро. Ну вот, уже начало променада. Вот что мне в Израиле нравится, это сначала строят инфраструктуру, а потом все остальное. То есть вот есть дорожки, уже можно гулять. И в скором будущем здесь будет просто невероятной красоты променад. А вот здесь видно соляные грибы. Самые знаменитые, на которых все фотографируются. Но мы сегодня в спортивной обуви, мы туда не пойдем. Хотя вон такое впечатление, что там уже так мелко, что можно дойти пешком. Да, Олег, посмотри, вон там. Ну, мы подойдем поближе посмотреть. Люди уже прогуливаются, еще нет 7 утра. Мы были последний раз здесь месяца 4 назад. Ничего этого не было вообще. Ребята, к грибу, к первому, можно подойти пешком. Видно вам отсюда? Ну, мы пошли туда. Да, Мертвое море мелеет. Четыре месяца назад мы сюда ходили по воде. Прям плакать хочется. Этой дорожки сюда не было. А сейчас вот спокойно. И вот он, грибной променад. Красиво, конечно. Ну чё ж оно так милеет-то, а? Чай. Кстати, погода плюс 25. Идеальная. Этот променад, он соединяет комплекс гостиниц Энбукек. Он как бы разделен на две части. Первая часть, там в основном гостиницы Леонардо. Их там, наверное, 3 или 4 гостиницы. И потом большой комплекс Энбукек. Смотрите, а вот это, видите, большие камни, валуны? В принципе, это ручей Букек. Это интересно, что весь ручей это вот такие валуны. Давайте подойдем.
У меня есть видео, мы снимали несколько месяцев назад, как мы гуляли по этому ручью Букек, Нахаль Букек. Капельный полив. Вот эти фиолетовые трубки — это все система капельного полива. Смотрите, по всему променаду стоят вот такие скамеечки. Подразумевается, что вы пришли, сели и любуетесь мертвым морем. Ну, как вам такой пейзаж? У меня, честно сказать, двоякое чувство. Берег полностью соляной. И с другой стороны. И вот именно здесь очень много соляных грибов. Мы дальше пройдем по берегу, посмотрим еще. Кстати, хочу сказать, что вчера мы обнаружили одну удивительную вещь. Ну, вы знаете, что южная часть Мертвого моря разделена на бассейны. И вот вчера мы с удивлением обнаружили, что температура воды в этих бассейнах, она отличается. Наверное, это связано с тем, что в каждом бассейне своя какая-то определенная концентрация солей. Но мы прямо ощутили, вот около гостиницы такая немножечко прохладная вода, а чуть подальше мы отошли к южному комплексу гостиниц. Там вода была как парное молоко. Смотрите, видите? Видно, как вода с гор сходила. А сейчас море отступило и обнажило вот такой соляной берег. Ой, мягко. Надеюсь, что я не провалюсь здесь. Несколько месяцев назад вот это было дно. Видите, насколько отступила. Так, ну я к самой кромке не пойду, потому что я трусиха еще та. А когда подо мной что-то хрустит и проваливается, мне некомфортно. Я, конечно, понимаю, что навряд ли я куда-то провалюсь. Очень хочется подойти к кромке. Олег, подойдем? Какая я смелая. Дошла. Что-то нереальное. Насколько вода отступила. И вот они, грибочки.
Вот грибы это, конечно, феномен Мертвого моря. Это очень красиво. Смотрите, какие кружева. Красота. Но чем она чревата, кто знает. Смотрите, вот такие еще необычные формации. Почва трескается, и получаются вот такие, как разделительные тяжи. Очень интересно. Делит площадь на квадратики такие. Смотрите, как красиво. Вы не поверите, но мы на Мертвом море из-за Мертвого моря. Поэтому поплавать часик, пока не жарко, перед завтраком, это просто обязательная процедура.